Здравствуйте. Неделю назад я поучаствовал в открытии нового магазина в нашем городе. Мне довелось сделать несколько полок для этого магазина и пару столов. И на двух стенах этого магазина решили повесить пэкборд. Это такая система полок, которая позволяет рандомно, произвольно перевешивать полки, менять их местами в зависимости от настроения, от задач. Можно заниматься хоть ежедневно перестановкой полок, и выглядеть все это будет каждый раз по-разному. Очень напоминает систему французских планок, то, что у меня в мастерской за моей спиной. Пикборд представляет из себя панель, прикрученную плашмя к стене, и в ней через определенное равное расстояние просверленные отверстия. В них вставляются шканты, и уже на шканты можно повесить. Их использовать как крючок или повесить на них, положить сверху полки. Вы скоро увидите, что это все очень просто. Это очень просто и изящно. Скоро сами в этом убедитесь. В общем, простота в красоте – это как раз про эту систему. Для этой системы мы решили использовать фанеру, самую толстую, которую смогли найти. Это 25 мм. В общем, как мы ее доставляли в мастерскую, это отдельная история. Кантовать каждый лист в одиночку даже это совершенно невозможно. В мастерскую заносили вдвоем, а вот по мастерской уже мне пришлось попотеть, чтобы даже положить ее на стол. И распускать ее на своем распиловочном станке не представилось возможным. Максимально, который я мог распиливать, раскраивать на своем станке, это фанера 10 мм. 18 мм мне уже для этого нужен был помощник, а эту 25-миллиметровую фанеру пришлось раскраивать через направляющую с помощью моего правила и ручной циркулярной пилы. Для эстетики углы решил закруглить. Для этого взял первый попавшийся скотч, с помощью него разметил окружность и лобзиком вырезал по этой окружности. Получилось не очень ровно, так как лобзик у меня не супер профессиональный. Так что после этого все неровности пришлось выравнивать своей виброшлифовальной машинкой. Взял самую грубую наждачную бумагу, которая у меня была в наличии, потому что ширина достаточно приличная, 25 мм, и полчаса времени у меня точно ушло на выравнивание этих окружностей. Отверстия в пэкборд должны находиться на равном расстоянии, как сверху, так и с боков. Так что, вооружившись линейкой, я разметил лист фанеры на сетку в сечении 10 сантиметров. Этого, мне кажется, вполне достаточно. Но, в принципе, можно делать и чуть-чуть побольше, и чуть поменьше. Все, как говорится, на вкус и цвет. Чтобы сверло во время сверления не уезжало в сторону, я керном сделал углубление под каждое отверстие. Сверлить задумал сверлом Форстнера на 22 мм, и под фанеру решил положить импровизированный противоскольный вкладыш, но, забегая вперед, скажу, что он мне вообще не помог. Фанеру на выходе рвало, так что в комментариях порекомендуйте мне, что под фанеру подкладывать, чтобы ее не разрывало при выходе. Сверлил все отверстия своими новыми шуруповертами-дрелями Redwerk, и в самый первый же проект они себя показали прям замечательно. Хватило 4 аккумулятора на весь проект, это, наверное, около 200 отверстий. Правда, скажу честно, аккумуляторы нагревались прилично, потому что когда их ставил на зарядку, они не сразу начинали заряжаться. Вот. И сверло Форстнера приходилось после каждого отверстия остужать, окунать в стаканчик с водой. Но этого было, в принципе, достаточно. Сверло тоже достаточно недорогое, но вполне себе хватило его на проект. Даже сейчас, мне кажется, оно даже не затупилось. Далее из отдела принялась моя
очередная обновка, которую не так давно приобрел, это орбитальная шлифовальная машинка. Получилось прикупить ее по акции, и она себя оправдала на все свои 5500 рублей. Прям очень меня сильно порадовало, производительная. Единственное, нужно будет к ней прикупить перчатки, наверное, какие-нибудь, или что-то сделать самостоятельно, потому что руки после долгой работы очень сильно устают, и вибрация еще потом долго ощущается. После шлифовки поверхность пикборд решил закрепить обычным акриловым лаком в 3 слоя. Валик мне в этом очень сильно помог, что управился я очень быстро. В итоге я сделал 3 панели, одна 80 сантиметров в ширину и 2 по 60. И для них было решено сделать по 5 полок на каждую из панелей. Благо у меня от прошлого проекта оставались щиты мебельные, я их быстренько нарезал на своем распиловочном станке. Сделал все доски одинаковой глубины, 15 сантиметров, а в ширину сделал 40 и 60 сантиметров соответственно. Щиты, кстати, были 18 миллиметров толщиной. Торцевал я доски в своей торцовочной каретке. Очень ей сильно доволен, но я думаю, скоро буду ее обновлять. Об этом будет новое видео. После торцевания переходим к шлифованию. Я начал с абразива 80 мм, потом 120 и завершающий уже 180. Полки получились очень гладкие. Я также покрыл их в 3 слоя акриловым бесцветным лаком матовым. К сожалению, не сохранилось видео с работой над шкантами, но там в принципе все предельно просто. Длину я взял 15 сантиметров как ширина полки и прибавил 25 миллиметров толщины фанеры. Соответственно, 17,5 сантиметров шкант. Кондуктором для мебели сделал отверстие как в шканте, так и в каждой полке по 2 штуки. Стены в магазине кирпичные, так что мы купили самые крупные дюбеля, которые были у нас в магазине с саморезами, и крепили панель каждую в 4 местах. Так как я не очень попал с размером сверла Форстнера, шканты вставлялись немножечко свободно, но я думаю, пара витков малярного скотча ситуацию очень быстро исправит. Он не усаживается и вполне себе будет плотно садиться в отверстие. Получилось очень симпатично и функционально, что очень рекомендую эту систему. Можно ее использовать и дома, и в офисе. Штука очень простая и симпатичная. Очень рад, если видео оказалось вам полезно. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока!